Привет-привет! Меня зовут Людмила, и с вами Таро в потоке. Что он чувствует к вам сегодня? Название нашего сегодняшнего разбора. Просто, емко и любимая тема для многих. Да? Собственно, та тема, за которой сюда и ходят. Итак, мои дорогие, у нас будет 3 позиции. Загадывайте, пожалуйста, ваших мужчин. Да? Мы с вами понимаем, что чувство человека – это вещь нестабильная. На них очень сильно влияет ситуация жизни человека, да, ситуация вообще вокруг него, собственно говоря. Вот. И, конечно, безусловно, истинные чувства ничто не может изменить, но какие-то нюансы мы можем, тем не менее, с вами понять, увидеть, да, и что-то для себя объяснить. Итак, значит, изначально делаем сигнификацию, как обычно, мужчины, чтобы вы его узнали и смотрели дальше. Потом посмотрим, кто вы для этого человека, кто вы в его жизни и, конечно, его чувства к вам сегодня. Двоечки, троечки идут в ожидании. Начинаем с единичек. Угу. Кто к нам пришел? Угу. Это или ваш бывший муж, или какой-то бывший ваш возлюбленный, с которым были серьезные отношения. Такое ощущение, да, но в любом случае это какой-то человек из прошлого, который вдруг решил вернуться к вам. Такое ощущение. Или он уже возвращается копытками назад, да, или он еще пока принимает это решение. Вот, значит, здесь мужчина, да, представлен жезловой королевой. О чем же это говорит? Это говорит о том, что мужчина, во-первых, позволяет себе, ну, скажем, такой взгляд, достаточно свободный взгляд на отношения и на такое понятие, как верность. Да? То есть этот человек, он не склонен вообще к верности, не склонен принадлежать одной женщине. Ему хочется нравиться, ему хочется получать эмоции. И он считает, что большое количество женщин – это как бы не порок, не порок. Значит, он может иметь подружек. Понимаете, какая интересная ситуация? Вроде как он с ними и не спит. Да? Там с одной познакомился где-то в метро, с другой сидел рядом в кинотеатре, с третьей в баре. И вот у него там с четвертой в отпуске. И вот у него набирается целый список дам, с которыми он перманентно общается. И он действительно не спит с ними. Но, тем не менее, каждая из этих женщин, она как будто бы про запас. То есть у него очень много подруг, и он держит этих подруг на случай, если, как говорится, никого не будет рядом. Да? Можно позвонить, давай встретимся, выпьем и так далее, и случится что-то, случится секс. Вот, значит, мужчина здесь считает себя великолепным любовником. Он вообще про жезлы, он про удовольствие и про то, про какое-то такое, знаете, завоевание при помощи собственного жезла и вообще завоевание при помощи секса. Мужчина считает, что он умеет как-то так себя повести, вот как-то что-то удовлетворить женщину, да, что она будет всегда согласна вступить с ним в контакт сексуальный, и она его будет очень сильно выделять из других мужчин. То есть вот никто не мог, а я смог. Да? Вот такая у него позиция. Значит, сам по себе мужчина завистливый. Он не любит чужой успех. Он не любит, когда люди имеют что-то больше, чем он. И он очень не любит, когда женщина более самодостаточна, чем он. Он, знаете, как интересно делает?
Если вы имеете материальных ценностей больше, чем этот человек, или каких-то достижений больше, чем он будет при помощи ваших же достижений вас как-то опускать. Понимаете? То есть он в разговоре будет выворачивать тему ваших достижений таким образом, что типа, да нафига ты вообще это делала? Да зачем тебе это нужно вообще было? Да, дур ты такая. Вот я, ты посмотри на меня, ты посмотри, что у меня. Понимаете? Вот. Вы будете говорить о том, что вы купили себе какой-то старинный замок, да, в Италии, отремонтировали его и планируете жить. А он будет говорить: Господи ты, Боже мой, ну что, ну зачем тебе этот геморрой, Боже? Посмотри, я себе телегу купил. Телегу, лошади, правда, нет, телега стоит, да, но тем не менее, как бы, вот это достижение, а что там у тебя твой замок? То есть здесь человек, вот он как-то так воспринимает чужой успех, и в частности, женский успех. Он не может его принять. При этом он считает себя любимцем дам, постоянно спорит, постоянно доказывает свою точку зрения, но старается не выходить в конфликт. То есть он как-то так спорит, что вы можете подобидеться, но у вас не будет жестких оснований с ним порвать. Вот, знаете, такой достаточно скользкий, я бы сказала, мужчина, скользкий. Значит, ситуация между вами – это может быть его возвращение после развода. Тут или он был вашим мужем и когда-то ушел от вас, а сейчас пытается вернуться, или он ушел от вас и женился на другой женщине, и сейчас он развелся и пытается к вам вернуться. То есть здесь вот прям идет вот эта энергия, знаете, как бы возвращение. Мне без тебя плохо, я без тебя очень сильно скучаю. И показательные некие выступления, да, которые чего призваны показать? Показать, какой же он классный, какой же он хороший. Выбери меня. Как будто бы говорит он своим поведением. Хорошо, кто вы для этого человека? Кто вы для него? Кто вы для этого мужчины? Ух ты, двумя картами сразу у нас. Ага, понятно. Та, от которой я так и не смог отказаться. Та, к которой мне всегда хотелось вернуться. Моя женщина, моя женщина, с которой все было обнулено, были поставлены какие-то точки, потому что я дурак. Но как бы у меня сохраняется надежда на то, что жезловых королей в образе жезловой королевы так просто не бросают. Да? От меня так просто не уйдешь, говорит он. Значит, кто вы для него? Ну, вы важная женщина, действительно. Просто, знаете, вы какая-то фоновая женщина. Что это значит? Это значит, что вы есть всегда. То есть, возможно, этот человек женился, разводился, женился, разводился несколько раз. Уезжал, приезжал, заходил, выходил. Но вы у него остаетесь всегда. Скорее всего, вы его друг. То есть, может быть, у вас с детства, с юности, когда вы были знакомы, да, или с момента ваших отношений сохранились теплые, вот настоящие дружеские отношения, где вы его поддерживаете, потому что вы пентакливая, да, а он относительно вас в кубковых энергиях. Причем в таких легких, мечтательных, вот как будто бы вы ему нужны для того, чтобы время от времени он вам написал: вот ты знаешь, я мечтаю дом себе купить, ты знаешь, я мечтаю бизнес открыть, я мечтаю уехать, переехать, поехать отдыхать. И вот как-то вы его все время поддерживали. И все время пестовали его эго, говоря ему: да у тебя все получится. Я же у тебя есть, да? То есть вы всегда делитесь своей энергией, она у вас более стабильная,
такая, вот знаете, мудрая, спокойная, а он всегда вот что-то хочет, но он, знаете, как мечтает. Вот он сегодня об одном, а завтра о другом. Вот он что-то там намечтал, потом, да ну нафиг, делать же надо что-то. Да, это же как бы требует каких-то энергетических вложений. И не делает. Вот. Значит, что еще? Что еще о мужчине и вас? Он понимает, что когда-то совершил ошибку. Может быть, перевел вас во френд-зону. Может быть, что-то такое сотворил, что вы его во френд-зону перевели. И он говорит о том, что я совершил ошибку, я это понимаю. Просто он перед вами, скорее всего, не извиняется за эту ошибку. Он как будто бы ее упрощает. Он говорит, да ну что ты выдумываешь? Боже, да ну фигня какая-то была, уже время прошло, годы прошли, ты что, успокойся, ну прости меня, ладно, ладно, прости. То есть у него все легко, как будто бы, знаете, этот человек намного вас младше. Хотя вы можете быть одного возраста, да, но создается такое ощущение, что вы мудрая женщина, которая, ну, знаете, такая мудрая, спокойная, рациональная. А вот он такой вот весь кружится в каком-то танце перед вами. И все время такой вот, ну, полудурачок, полуребенок, непонятно. Понимаете? А вы как бы его все время вот успокаиваете, воодушевляете. Вот такой вот вечный друг, который всегда должен быть рядом. Есть любимые, любовницы, страстницы, хотела сказать новое слово какое-то, да, возникло у меня. То есть женщины для страсти, женщины для каких-то страданий, эмоций и так далее. А вы – это фоновая женщина, которая фоново присутствует в течение всей его жизни. Вы ему нужны? Да, вы нужны. Вы важны? Да, важны. Но ощущение, что вы его няня. Вот какое-то такое ощущение. Хорошо. Давайте посмотрим, чувствует человека к вам. На сегодняшний день и на сегодняшний момент. Чувства к вам. Угу. Вы его семья. Семейная семья, с которой нельзя секса. Очень странная история. Знаете, платоническая любовь. Вот платоническая любовь. А я же говорю, здесь какая-то дружба между вами, причем она достаточно такая высокая, она достаточно духовная. Он как будто бы и хотел бы, да, со своим хвостиком к вам прибежать. Он хотел бы, есть здесь страсть, но уважение мешает. Понимаете? Или он боится, что эта страсть все разрушит, да, или я ее слишком уважаю, или как-то она меня неправильно поймет. Ну, то есть здесь мужчина не проявляется к вам с точки зрения страсти вот не потому, что ее нет, а потому что он боится разрушить дружбу между вами. Значит, у него очень такие, знаете, высокочастотные энергии в вашу сторону. Он говорит, что он вас любит. Он любит вас. Вы его семья, вы его близкий человек. Вы его опора какая-то жизненная, понимаете? Но это любовь к какому-то высшему другу. Это не любовь к женщине. Понимаете, как будто бы у него есть женщина для страсти, для любви, а вы есть всегда для поддержки и для того, чтобы вы вот всегда звучали, были, и ему легче от этого жить. Вот. То есть он здесь, конечно, приводит много «но». Да? Почему вы для него не совсем женщина, да, как бы, а именно женщина-друг?
есть какие-то дополнительные люди, может быть, он женат до сих пор, может быть, вы замужем, может быть, еще там какие-то люди, да, то есть он говорит, есть дополнительные люди, которым мы можем сделать больно, мы с ней особенно так не сходимся характерами, вот просто нас тянет друг к другу душами, и нам душами друг с другом хорошо. При этом мы знаем друг друга настолько давно, что это уже ушло корнями в какие-то прошлые воплощения, в прошлой жизни. Мы встретились не случайно, мы сделали друг для друга многое. При этом он думает друг для друга. Хотя подразумевает, скорее всего, что вы для него все это делаете. Я же говорю, что вы как мама, вы как няня, вечная няня рядом. Вот. Значит, здесь есть любовь, которая равна слову дружба. Дружба, которая настолько высока, настолько имеет глубочайшие корни и необходимость внутри человека, которая равна слову любовь. Но и дружба, и любовь здесь к вам не как к женщине, а именно как к самому большому на свете другу. Вот так. Вот такая здесь идет история. И все свои сексуальные импульсы и фантазии товарищ спрятал. Он над этим очень сильно работает, чтобы эти импульсы не возникали. Ну, может быть, потому что нельзя, да, нельзя вас хотеть. Благодарю вас, единички. Двигаемся дальше. Двоечки. Кто к нам пришел? Давайте елки-моталки. Что это у нас происходит? Фух. 5 старших арканов. Какой-то судьбоносная судьба ваша? Сумасшедшая судьбоносная судьба, просто невероятная. Значит, человек, который полностью изменил вашу жизнь, и, скорее всего, вы его жизнь изменили. Здесь очень много старших арканов, причем таких серьезных, которые говорят о том, что вы повлияли друг на друга. Это не новый знакомый, это, наоборот, человек, с которым уже что-то произошло и закончилось. В данный момент как бы вы не общаетесь и, может быть, даже заблокированы друг другом. Значит, это человек, вы знаете, ваш пазл. Когда вы встретились с этим человеком, ваша жизнь начала меняться. Может быть, знаете, вот просто то ли катастрофически быстро она стала меняться, то ли... Короче говоря, какие-то изменения в ней пошли. Вы не ожидали таких изменений. Вот вы были одним человеком, а стали совсем другим человеком. К этому человеку вас тянет до неимоверности. И его к вам тянет тоже. Когда вы вместе, у вас начинают происходить очень бурные события. Они, вот смотрите, по колесу фортуны, эти события, да, они то очень-очень классные, хорошие, как какая-то победа, то по башне очень плохие. И вот тут нам таким образом могут показывать, ну, скажем так, вас и его, к примеру. Вы сошлись, у него все пошло вверх, а у вас все стало рушиться по башне. Или наоборот, вы сошлись, и у вас стало все расти, да, какой-то бизнес, деньги, все получается, работа, а у него наоборот все рухнуло. Значит, или тут немножко другая ситуация. Пока вы были вместе, все было круто, потому что вы судьба друг друга, да, а как только расстались, у каждого пошло обнуление жизни, обнуление каких-то достижений. То есть вы очень важные люди друг для друга. Вы соединены арканом дьявол. Значит, дьявол – это искушение. И дьявол никогда не дает реализации. То есть, что такое реализация?
Это семья, это совместный быт, это доверие друг другу, да, это вот какие-то серьезные отношения, когда вы выбрали друг друга. Дьявол всегда подсовывает еще какой-то выбор. Вот людей друг к другу тянет, да, но раз появляется кто-то третий, кто-то еще, или какие-то, знаете, такие вот препятствия в виде работы, того, что вы там по национальности не подходите друг к другу. Какие-то такие вещи всегда возникают. Но дьявол – это то, что людей скрепляет намертво. Вы пытались уже от него освободиться, не получается, да и он от вас тоже. На сегодня никаких отношений нет. Произошел какой-то разговор, мужчина вел себя неадекватно. Он, я не скажу, что он там как-то кричал, да, но, возможно, были сказаны очень холодные, некрасивые, резкие слова, после которых вы не знали вообще, что вам делать и что вам думать после этого. Мужчина обманывал вас, и вы, скорее всего, об этом узнали. То есть мужчина, вот с его стороны идет и обман, и попытка как-то, знаете, это все скрыть, этот обман. Некрасиво себя повел, как-то очень мелко повел себя человек, и из-за этого, скорее всего, случилась очень большая ссора. Но вас тянет друг к другу просто невероятно. Вот какие-то огромные волны идут энергии между вами, как будто бы вы действительно должны пройти какие-то уроки, что-то там такое серьезное понять, но пока вы еще не прошли, потому что все вот эти энергии, они еще живы, они еще присутствуют. Хорошо. Смотрим, кто вы для мужчины. Кто вы для этого мужчины? Дьявол и двойка кубков. Кто вы? Любовь его и туз кубков на дне колоды. Вы для этого человека, вы для этого мужчины любовь всей его жизни. Короче, считает он, что вы его приворожили собой. Луна и дьявол. Здесь, понимаете, в чем дело? Он не думает о том, что вы ведьма и вы сделали какие-то ритуалы. Он говорит, что вы обладаете энергией, в которую невозможно не влюбиться. То есть человек здесь от вас зависим. Человек без вас не может. Ему нужно вас пить, ему нужно вас есть этой, знаете, огромной ложкой какой-то. Есть вашу энергию, у него присутствует ваша жгучая необходимость. Вы его дьявол. Так же, как и он ваш, это 100%. Потому что у вас здесь такие, конечно, энергии. И этот человек бесконечно вас думает, бесконечно все это крутит у себя в голове. 24/7 вы живете в его голове, в его сердце, и здесь он вообще не знает, что ему делать, он не знает, как от этого ему отделаться. Тяжелые такие вещи с ним происходят. Знаете, вот они какие-то не то чтобы тяжелые, а как будто бы он все время испытывает томление. Хочу к ней, хочу к ней, хочу к ней. Вот так он видит это все. Вот, значит, кто вы для него? Первая звезда, красивая, умная, талантливая, женщина, которая все может, все умеет и сделала себя сама, потому что мало того, что звезда, так еще и девяточка кубков. У вас все есть. Вы вот просто какая-то, знаете, такая невероятно полноценная. И умная, и красивая, и богатая, ну, на каком-то его уровне, да, вот вы можете быть богаче, чем он, самодостаточная да нельзя. Самодостаточная да нельзя. И, конечно, он говорит, что вы его любовь. При этом он говорит взаимная любовь. То есть и вы его любовь, и я ее любовь тоже. Я знаю об этом, говорит он. Вот, значит, его к вам тянет для состояния спокойствия, как будто бы вы его гармонизируете.
когда вы с человеком общаетесь, когда у вас более-менее все в норме, да, он гармонизируется, энергии жизни гармонизируются, и начинают происходить какие-то светлые, приятные, божественные события благодаря вам. Вот. Ну, сейчас мы уже выяснили, ничего не происходит, да, поэтому вот он просто держит, да, мы же спрашиваем, кто вы для него вообще в целом, он держит вашу важность у себя в сердце. Вы очень важная женщина, любовь, дьявол, его сумасшествие, его помешательство, невероятно талантливая, красивая, короче говоря, самая-самая-самая из всех. Вот так он нам вас описал. Хорошо. Какие же у него чувства-то внутри сегодня? Вы все-таки там какие-то блоки, шмоки, молчанки устроили. Посмотрим. Скучает по вам. Сидит с телефоном целыми днями, но очень вредничает. Вот он сидит с телефоном и при этом очень вредничает. Я так поняла, не пишет, тем не менее, да? Значит, здесь человек пытается не думать о своих чувствах, потому что очень больно. Очень больно, он говорит, между нами ничего невозможно, но вы вот реально, вы для него как рок. Вот просто роковая женщина. Он говорит, что он пропадает рядом с вами. Как только вы говорите, как только он видит вас, слышит, ну не знаю, вот что-то с ним такое происходит, он говорит, вот все. Вот все, слышу ее голос, в дурака превращаюсь полностью. Вот растаял и сижу с открытым ртом. То есть мужчина рядом с вами, да, вот когда вы в его поле находитесь, он как будто бы тает. И вот, знаете, так вот такая жижица подползает к вам и пытается собраться в вас куда-то. Понимаете? Вот, то есть здесь у нас не какая-то классическая любовь, здесь безумная зависимость, безумная вера в то, что вы кармические партнеры, в вашу важность и мечты о том, что когда-нибудь мы с ней будем вместе. Понимаете, есть какая-то невозможность. Скорее всего, разница в социальном и финансовом положении играет большую роль. Мужчина беднее, чем вы. Мужчина на более низкой социальной лестнице. Потому что вы здесь показаны такой крутой женщиной, которая себе многое может позволить, живет так, как она хочет. А он такой, знаете, вот шутничок-дурачок, который сегодня деньги есть, завтра денег нет. Сегодня работаю, завтра не работаю. Ну и, соответственно, его финансовое положение, оно такое весьма шаткое. Весьма шаткое. Вот, значит, скучает, очень сильно скучает, очень хочет увидеть, пообщаться, говорит о том, что вы к нему холодны, вы над ним издеваетесь, он тут о вас думает, он, значит, то злился, то теперь любит опять, то периодически он там то злится на вас, обесценивает вас, ненавидит вас, то опять любит, пожалуйста, напиши, пожалуйста, позвони, мне тут хреново, я, значит, плачу возле телефона, вот, но писать я сам не буду, потому что я очень гордый. Ну, как-то так это все выглядит. Вот, значит, мужчина здесь подвержен энергиям, знаете, как упрямства и гордыни, я бы сказала. То есть, если он обиделся, он не идет первый мириться на компромисс какие-то, он не идет. Вот не идет. Как бы ему плохо не было, он сидит упрямо рогами в землю, зарылся и ждет. И ждет, когда женщина сделает первый шаг. Более того, если вы сделаете, не дай бог, этот шаг, да, вы еще и по шапке получите. Потому что он, знаете, как бы страдает-то страдает, но если раз вы появляетесь, да, он такой, ах, сейчас мы ей все вспомним.
Сейчас мы ей объясним, кто в доме хозяин. Понимаете, то есть вот у него какие-то внутренние, вот эта гордыня внутренняя, она очень сильно развита. Вот, но скучает, очень боится, что вы нашли кого-то еще для своих забав. Он говорит, она такая, строит из себя, значит, все у нее есть, популярная женщина, очень красивая, мужиков валом за ней, там толпами все бегут, значит, все ее о чем-то просят. Она сама по себе очень такая холодная, никому не привязывается, но любит внимание. Поэтому, конечно, я очень переживаю, что пока мы с ней тут в блоках и молчим, она себе кого-то там подыскала, да, и играет с ним. То есть он считает, что вы играете мужчинами, играли им, значит, а так как с ним сейчас игры закончены, значит, с кем-то другим. Вот, ревнует, короче говоря. Так что вот так, такие здесь интересные чувства у нас. Благодарю вас, двоечки. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Троечки. Кто пришел? У вас здесь четырехугольник. Мужчина женат, вы замужем. Все не свободны. Ну и все как бы закончилось. Да? То есть нам показывают, что отношения с мужчиной пришли к своему завершению, к десятке мечей. Каждый из вас пошел в свою жизнь. Он свою, вы в свою. В принципе, в вашей жизни все неплохо по девятке пентаклей. Вы зарабатываете, вы живете, у вас как-то, вот, знаете, все нормально. Вот. У мужчины немножко похуже, чем у вас с финансовой точки зрения. Но, тем не менее, он тоже ушел. Общения здесь никакого нет вообще. То есть здесь прям все или заблокировано, или вы договорились, что вы не будете общаться. Значит, мужчина может быть младше вас, или же у него было такое поведение. Знаете, человек никогда не брал ответственность ни за что. Все время жаловался, все время говорил, что ему там что-то не достает. Женщины его не любили, работодатели тоже. И поэтому все так произошло. Я не скажу, что он прям действительно бедный, несчастный. Но здесь мужчина очень любит давить на жалость, очень любит вызывать сочувствие. Для него это как-то, знаете, вот обязательное мероприятие. Любой разговор – это какие-то жалобы, слив вот этой негативной энергии, да, спасите, помогите, опять у меня что-то произошло. Вот. И, конечно же, он всегда находит виноватых, то есть он никогда ни в чем не виноват. Я всегда сделаю все, что могу, да, то есть он говорит, я в этой ситуации сделал, что мог. Ну вот люди меня не поняли, они меня предали, подставили, и поэтому все так. Значит, еще в какой-то ситуации, опять же так же, да, с вами поругался, будьте уверены, виноваты в этом, конечно же, вы. Вот, то есть мужчина такой. Вы как-то, знаете, такое ощущение, могли вместе работать. Или вы ушли с этого предприятия, или он ушел с этого предприятия, или это было краткосрочное сотрудничество. Этот человек был вашим доктором, вы были его юристом, да, то есть вот какие-то такие взаимодействия. То есть здесь что-то было связано с работой, но сейчас уже не связано. То есть вообще, в принципе, этот роман завязался из-за того, что какие-то вот такие связующие нити были. Вот. Сейчас уже ничего не связано, и вообще никакого общения, все близко нет. Близко нет. Еще идет такое ощущение, что, знаете, вы этого мужчину не до конца узнали. У вас о нем мало сведений, мало представления собственного. Как будто бы вы общались очень коротко. И, возможно, он как раз вот вам и жаловался на жизнь, да, как ему плохо, какой он бедный, несчастный. Жена его, значит, гнобит, на работе ничего не получается. Вот какая-то такая история, понимаете? Мужчина очень любит вызывать жалость. Он почему-то считает, что вот этими манипуляциями он располагает к себе людей, в частности, женщину.
всегда можно расположить, да, на вот этой жалости. Лисулечка моя тут вам похрапывает и посапывает. Кто вы для этого человека? Вы были двигателем ваших отношений. Вы их хотели, вы их развивали. И, как он говорит, вы его завоевывали. Не он вас завоевывал, а вы его завоевывали. Значит, мужчина здесь себя чувствует значительно слабее вас. В каком плане? Вы строите свою жизнь самостоятельно, ни на кого не рассчитываете, двигаетесь вперед, находите себе хорошую работу, зарабатываете хорошие деньги, у вас есть достижения, вы постоянно развиваетесь, вы находитесь в энергиях колесничего и жезлового короля. Ну вот на минуточку, да, вообще в мужских энергиях движение вперед. Вас вообще не прошибешь, не сшибешь ничем. Вы сели на своего коня и поскакали, и плевать вам на всех. Вот, значит, а он кубковый рыцарь. Я должен всем нравиться, меня все должны хвалить. Я не могу ни с кем конфликтовать, потому что я для всех должен быть хорошим, понимаешь? Ну зачем ты конфликтуешь? Ну зачем ты идешь на какие-то вот такие, значит, негативные взаимодействия с людьми? Не надо, не надо. Ну давай, ладно, отдадим, простим. Ну все. То есть как-то здесь, знаете, здесь такие роли, очень мощная движущая сила женщины и такая мягкая, кубковая, шаг к вам, шаг назад, энергия мужчины. Он очень мягкий, он очень такой, знаете, глиняный. Из него вот кто захочет, тот и свояет. И у него нет своего мнения. То есть он думает всегда то же самое, что думает сильный человек рядом с ним. Если вы рядом с ним, он будет транслировать ваши мысли в этот мир. Да? Если кто-то другой совершенно противоположные мысли выразит, он его поддержит. Понимаете? То есть он всегда поддерживает ту сторону, которая сильнее, и ему кажется, что это его собственные мысли. Вот, значит, вы для него, безусловно, очень мощная женщина, движущая сила, женщина, которая вообще не видит никаких препятствий, плевала она вообще на все, она все сделает сама всегда. Вот. И рядом с вами он себя чувствует очень маленьким, каким-то таким ничтожным, доходяжным сосунком, который все время спрашивает совета, и вот спасите, помогите, а вы такая вот спасатель. Понимаете? По большому счету вы его спасатель. Он сначала сам пытается жалость вызвать, а потом сам и недоволен тем, сам же, да, недоволен тем, что вы его жалеете, вы ему что-то там подсказываете. Он такой, типа, да не лезь ты ко мне, что ты тут своими советами, да, докопалась до меня. А вы-то хотите помочь, у вас вот всегда прямые, честные намерения, да, колесничий и король жезлов. Это чистый овен, это вот прям классика жанра. То есть вы можете быть овном, причем в мужских таких жестких энергиях. И овны – это очень честные люди. Во всяком случае, я вам хочу сказать, я встречала в своей жизни очень много честных овнов, но мы говорим сейчас о женщинах, если честно. Да? Также я встречала мужчин овнов, двоих очень близких друзей нашей семье, каждый из которых был просто вот жутчайшим мошенником и обманщиком. Но если мы говорим о женщинах, каждая женщина, овен, встретившаяся мне в жизни, беспрецедентно честный человек. И вот тут у вас показаны прямые, честные, огненные энергии. Если вас просят помощи, вы помогаете, но с вами нужно быть честным. Понимаете? То есть это действительно должны быть серьезные какие-то проблемы. Вы тогда поможете обязательно. Понимаете? Вот. А мужчина здесь на самом деле действует нечестными методами. Он включает вас, вот этого спасателя, а потом вас же от себя
отгоняет. Понимаете? Сначала жалуется, вы ему начинаете помогать, а он такой типа: так, слушай, я хотел, чтобы ты помогла мне деньгами или связями. Не надо вот это бла-бла-бла. Не рассказывай мне, как жить. Просто деньги дай. То есть вот какая-то такая интересная ситуация здесь. Чувство его к вам. Чувство его к вам. Знаете, чувство здесь, позиция, она не дает мне собой пользоваться, как она может. Безусловно, человек, можно сказать, что в вас влюблен. Он вас хочет, он хотел бы каких-то тайных встреч, тайных отношений, он хотел бы, чтобы вы были помягче к нему, что вот знаете, вы как воин на коне всегда с кем-то другим, да, а с ним вот такая вся мягкая, пушистая, такая вся женственная девочка, да. Вот, значит, он видит вас, эту девочку, он влюблен в какую-то мягкую, нежную девочку внутри вас. И вы для него очень сексуальная женщина, он вас хочет, вот знаете, по-хорошему, так вот, знаете, как будто бы вы действительно для него вкусная. Вот я хочу, чтобы она как бы дарила мне эту вкусную энергию, наполняла меня. Тайные отношения, опять же, здесь сокрытые от глаз. Он хочет, чтобы они были, чтобы они возобновились, эти тайные отношения, и бесится от того, что вы дистанцируетесь. Он говорит, что вы приняли решение стать чужими людьми. Возможно, вы сказали ему: давай останемся друзьями, я готова тебе помогать советом, может быть, деньгами, да, но никакого секса, никаких встреч и так далее. И его вот эта ситуация бесит. Он говорит, что нет, я не согласен быть просто друзьями, хотя он мог согласиться, да. Вот. Меня очень сильно к ней тянет, я чувствую себя рядом с ней мужчиной, у нее такая сумасшедшая энергия, значит, движущая, да, как будто бы вы его подзаряжали все это время. Вот, значит, такая, знаете, своеобразная, удобная влюбленность, я бы сказала. То есть он влюблен настолько, насколько ему удобно быть в вас влюбленным. Вот. Как только вы начинаете ему указывать, как жить, становитесь сильнее, чем эта кубковая королева, которую он вас видит, в отношениях, да, в разговорах, все, он тут же начинает беситься, скандалить, топать ножкой и так далее. Есть притяжение, есть влюбленность, есть сексуальное притяжение. Ну вот, знаете, с позиции так, чтобы мне нравилось, так, чтобы она была для меня удобной. А вы вообще, в принципе, неудобный человек. Ну, король жезлов и колесничий. Разве такие вообще арканы могут быть удобными? Нет. Нет, вы делаете только то, что вы хотите, и то, что вы знаете всегда. Человек хотел бы удобной женщины. Влюблен, но в меру. Вот как-то так это все выглядит, понимаете? Или там в какую-то часть вас, а в какую-то часть не влюблен. Вот очень странно он все это показывает. Ну что, мои дорогие, вот такой у нас получился сегодня разбор. Благодарю вас за ваше внимание. Напоминаю вам о том, что я открыла новый канал, который называется Людмила Шпакова в потоке. И я жду всех вас на этом новом канале. Там тоже идут разборы, да, подписавшись на него, вы сможете смотреть эти разборы ежедневно, день там, день здесь. Благодарю вас за ваше внимание и, как обычно, хочу пожелать вам только одного: встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Уже, может быть, завтра на канале Людмила Шпакова в потоке. Пока-пока.